день, друзья! С вами Светлана и канал «По жизни с улыбкой». Сегодня я хочу показать еще один рецепт. Его, может быть, вы знаете. Эконом-класса. Вместо колбасы на бутерброд я хочу сделать вот такую грудиночку в пакете сварить. Она получается очень вкусная, мягкая. Если взять кусочек мяса, свининку, это будет буженинка. Любой кусочек мяса. Но так как мы не покупаем колбасу, вот от слова совсем, я стараюсь постоянно что-то делать. Либо субпродукты какие-то варю, либо вот такую грудинку делаю, либо ветчину делаю, чтобы можно было сделать бутерброд. И эти рецепты, у нас, например, стройка идет. Я стараюсь во всем экономить, готовлю экономнее. И поэтому выбираю такие рецепты, чтобы было и вкусно, разнообразно, и поэкономнее. Вот эта грудиночка, она все равно стоит подешевле. Я покупаю, делю на такие кусочки. Либо можно обжарить, либо вот так вот делаю на бутерброд. Поэтому давайте сейчас делать. Я все показываю по-простому, вот как есть, как вот я делаю, без постановки, так я и показываю. Вот я взяла лавровый листик. Его хватит, даже может быть даже и много. Сейчас я посолю эти кусочки. Это очень экономно для семьи. Но в то же время это все по-домашнему. Знаешь, из чего сделано. Чесночок я натру на терочке. Вот у меня вот такие зубчики. Вот один я натру большой, а один я просто порежу. Этот рецепт хороший тем, что вот натер, полчаса постояла, помариновалась, мешочком накрою сейчас. Помаринуется, час. И бросаешь в воду, и 2 часа варить. 2 часа сварил, лучше на ночь. Водички оно остыло. А утром уже бутербродик можно сделать. Этот чесночок я просто порежу. Сейчас натрем. Сейчас же колбасу в магазине невозможно есть. Мы так отвыкли, что если где-то и приходится кусочек. Вообще я иногда беру на пиццу. На пиццу и пеку сосиска в тесте, либо колбаску беру в тесте, пеку. Вот на такие вещи я беру колбаску. Это очень редко. Пиццу, конечно, мы часто делаем, но как без колбасы. Так вот, чтобы на бутерброд мы вообще не едим и не берем. Мешочки у меня плотные. Вставляем мешочек в мешочек. Он и так не прорвется мешочек, не лопнет. Сделаем 2 мешочка. Складываем грудиночку. Обязательно надо убрать воздух. Готово. Оставляем на полчаса. Я оставлю ее вот на столе. Полежит. Потом берем кастрюльку. В холодную воду погружаем. Закипела вода. Убираем огонь на медленный, чтобы сильно не кипело. И варим 2 часа. Через 2 часа мы с вами встретимся и посмотрим, что получилось. Девочки, я забыла перец
насыпать молотый. Специально приготовила и забыла про него. Вот развязала мешочки. Сейчас обсыплю перцем маленько. Ну, для вкуса все равно должно быть. Все это протрем. Воздух выгнали. Все готово. Теперь точно готово. А пока просаливается наша грудиночка, я хочу предложить вам один рецепт. Рецепт для здоровья. Сейчас начинается сезон простуд, сезон кашля, сезон насморка. И вот когда, например, у меня начинается кашель, либо першение в горле, я быстренько делаю это средство, и мне помогает. Попробуйте. Если у кого, конечно, не запущенный кашель, но и при запущенном кашле, я думаю, это тоже средство поможет. Для этого четверть стакана воды. Ну, из расчета того, что стакан 250 грамм. У меня эта кружечка 300, но я высчитала, четверть стакана сделала. Стакан сахара. И большая, ну, может быть, средняя, у кого есть большая луковица, целая. Ее режем в произвольной форме. Я порезала кубиками помельче. Все это закладываем. Ставим на огонь. И пусть кипит около 15 минут. Потом мы это средство отключаем, остужаем. И дальше я вам покажу, что делать. Наша лечебная настойка остыла. Ну, тепленькая. Я ее процедила. И сюда мы добавляем 2 столовые ложки меда. Если можете пить с луком, можете даже не процеживать. Если детям, то, конечно, лучше процедить. Ну, я вот, например, не могу пить с луком. Я всегда ее процеживаю. Сейчас я перемешаю. Вот сейчас время 7:30 вечера. До сна я могу 3 раза принять эту настойку. И завтра утром мне уже будет полегче. Попробуйте. Это 100% результат. Уже проверено на себе. По столовой ложке принимаем каждый час. А если детям, по 1 чайной ложке каждый час. Все, настойка наша готова. Можно принимать и лечиться. Прошло 2 часа. Я вытянула грудинку из кастрюли. Запах на всю квартиру, аромат. Сейчас мы ее вытащим. Здесь образовался бульончик. Так, горячие. Какой бульончик хороший. Я вот сейчас думаю, что чтобы не было бульонного отека, наверное, надо ее варить при 80 градусах. Я вот сейчас вот только вот додумалась до этого. Надо в следующий раз попробовать 80 градусов. Потому что весь бульончик с грудинки вышел. Ну ничего. Мы ее сейчас маленько обсушим и завернем в пергамент. Можно в фольгу. Я не удержалась, попробовала.
Все очень вкусно. И по соли, и чесночок. Все в меру. Я завернула каждый мешочек в пергамент, и так я оставлю остывать. И утром мы с вами попробуем сделать бутерброд. Доброе утро, друзья! День следующий. Наша грудиночка остыла, в холодильнике застыла. Я сделала себе завтрак. Собираюсь на работу. Вот такая грудиночка у нас получилась. Очень вкусная. Вместо любой колбаски это просто прелесть. Приготовьте. Это не трудно. По времени тоже не так много. А очень вкусно и натурально. А сейчас я побежала на работу. До новых встреч!